Сегодня мы начнем вязать платье на девушку. С такой пряжи. Это турецкая пряжа. Сейчас я вам покажу поближе. Так, состав 30% вискоза и 70% катон. Можно вязать и спицами, и крючком. Ну, я так посмотрела на нее. Я хотела сначала крючком вязать, но все-таки нить здесь немножко, как я думаю, для такого будет толстовато, так? И я решила вязать ажурное все-таки спицами. Так. Пряжа эта хорошая. Мне, я уже как-то вязала, мне нравится она. Но в вязании, конечно, надо будет очень как бы аккуратно с ней обходиться, потому что вот вискоза где-то тут немножко такая вот нить проходит, да, сверху блестящая, она расслаивается, поэтому надо аккуратно. Для кто только начинает вязать, если может другую какую-то пряжу подобрать, лучше другую какую-то хлопок или там с вискозой вместе, или полиамид добавляют. Но если же вязальщицы, которые уже вязали, можно с этой пряжи. Изделие получается красиво, но потрудиться надо, если нить расслаивается, надо аккуратно. Я вяжу, мне никаких проблем с этой пряжей нет. Так, здесь в мотке 100 грамм, 350 метров. Так, все. Спицами я буду вязать 1,5 и тройкой. Спицы будут круговые, будем вязать по кругу. Так, еще здесь отмечено, видите, что гладить нельзя, машинки нельзя стирать. И стирка при 30 градусов. Так, вот так я все о пряже вроде бы сказала. Теперь, что я хочу, перед началом работы, перед началом вязания, и ночную юбку с пояса, значит, будем вязать поясок. Поясок будем вязать полая резинка, или я называю двойная. Так, поясок, на эту резинку, на поясок набирать будем мы, я для образца набрала сначала 20 петель, и связала образец небольшой. Получилось у меня, что на 20 петель 5 сантиметров измерила. Сантиметром, значит, на 1 сантиметр приходится 4 петли. Окружность я измерила талии ребенка. У меня, я внучки вяжу. Окружность талии у нее 50 сантиметров. Умножила я на 4, получилось, что 200 петель надо набирать по объему, то есть по талии, для пояса полой резинкой. Так, сейчас я вам покажу. Напомню, если кто не поймет или, допустим, хочет, можете посмотреть, у меня есть уроки, как вяжется эта резинка. Так, приступаем к вязанию. Так, набираем петли. Набор петель мы начнем таким образом. Я буду набирать с уплотнением, то есть край будет уплотнен немножко, с двойной, с дополнительной вот нитью.
Для этого я беру просто вот, смотрите, нить. Тоже в уроках можете посмотреть, по-моему, я тоже делала. Так, вот слаживаем мы две нитки вместе. Так, сложили. Так, и теперь начинаем набирать. На резинку, на полную на эту, я беру вот спицы тоненькие, 1,5 миллиметра. Начинаем набирать. Набираем 200 петель. При наборе, смотрите, получается, что здесь у нас одна нитка проходит, а вот край проходит тут уже вот двойная, вот эта, которая вот ближе ко мне. Так, набираете петли. Вот мы набрали нужное количество петель для пояса. Вытаскиваем одну спицу. Теперь мы должны соединить по кругу. То есть, я еще забыла, упустила этот момент. Мы набираем 200 петель, набрали, как мы по расчету, так оно и будет идти. И еще одну петлю лишнюю наберите. Это будет 201 петля. Так? Теперь мы должны соединить. Сейчас я вам покажу. Так, прежде чем соединить, хорошо выровняйте, чтобы... Вот я на лицевой буду вязать. Вот ко мне лицо смотрит, да, петли. Выровняйте по всей это, чтобы не было перекручено. Теперь мы соединяем. Так, я его чуть-чуть выставила так. Вот таким образом. Вот этот хвостик нитки я не убираю и не отрезаю. Так и будет, пока мы будем вязать. Это у меня будет отметка, что это у нас начало и конец. Так, мы соединяем. Берете спицу, так, снимаете с левой на правую нить, петельку, и одеваете теперь вот таким образом с правой на левую перекидываете. Все, мы соединили. И теперь продолжаем вязать нашу полую резинку. Я вам покажу. Долго я на ней останавливаться не буду. Вяжем мы. Будем вязать круговыми спицами по кругу, но с поворотными рядами. То есть доходим и потом поворачиваем и в обратную сторону. То есть точно так вяжем, только круговыми спицами по кругу, как и вязали бы прямыми спицами. Так, начинаем вязать полую резинку. Первую вот мы соединили эту петлю. Теперь следующую вяжете. Лицевая. Провязали. Теперь следующую снимаете с левой на правую спицу нить перед работой. Дальше лицевая. Снимаете следующую слева направо спицу, нить перед работой. И так продолжаете. Лицевые провязываете, а там, где как бы должна следующая быть как изнаночная, мы ее просто снимаем и нить перед работой. Продолжаем вязать. Так, вяжем эту резинку полую двойную в высоту 3 сантиметра. Вот мы провязали нужную нам высоту. Так, ширина резинки у нас 3 сантиметра.
Теперь после этого мы сейчас провяжем, и вы тоже 2 ряда лицевыми петлями. По кругу 2 ряда лицевыми петлями. Да, и при этом меняем мы сразу спицы на тройку. Вот я провязала 2 ряда лицевыми петлями уже тройкой. Теперь будем дальше вязать таким образом. Так, третий ряд мы будем вязать накид, 2 петли вместе, вот 2 петли, провязываем одной лицевой и снимаем. Теперь опять накид, 2 петли, провязываете одной лицевой, снимаете. Накид, 2 петли, провязываете лицевой. То есть мы делаем накид и 2 петли одной провязываем, с 2 одну получаем. И так вяжем до конца ряда по кругу. И еще хочу сказать, если кто вяжет тоже такими же нитками, как я, так как они расслаиваются и в то же время скользкие немножко при вязании, берите спицы, чтобы были вот конец у них тупой, так, не острые, потому что острые будут тяжелее. А этим нормально, я вот вяжу, мне нормально. Все, ну при вязании посмотрите, какой результат будет, очень хороший. Так что стоит этими нитками вязать начинать. Ничего, вначале трудно будет, если кто не вязал, а потом научитесь, приловчитесь. Вяжем. Так, вот мы провязали третий ряд, 2 петли вместе, одной провязывали и делали один накид. Теперь будем вязать 4 ряд таким образом. 4 ряд после пояса нашего. Так, где накид был, мы провязываем лицевая одна. Теперь там, где вот идет 2 петли одной лицевой, мы провязывали, вот вы видите, мы провязываем, будем с одной петли делать 3. То есть мы будем увеличивать сейчас петли. Провязываем одну петлю за заднюю стенку, так, теперь за переднюю и опять за заднюю. И теперь снимаем. Так, накид провязывается. Так, провязали мы. И теперь следующую петлю лицевая провязывается из 1 3. За заднюю провязали, не снимая пока, за переднюю и опять за заднюю и снимаем. Так, еще раз показываю, потом будете сами. Так, накид провязываем лицевой. Теперь лицевая петля с одной делаем 3. За заднюю лицевая, за переднюю лицевая, не снимая, и за заднюю лицевая, 3 петли вот мы. И теперь только снимаем. И так продолжаем это вязать целый ряд до конца ряда. Вяжем просто лицевые петли. Мы начнем формировать уже основной узор.